Добрый день, уважаемые зрители, с вами юрист Валерий Табаков. Сегодня, друзья, я хочу поговорить с вами очень серьезно и подробно о теме, которая не дает мне, может быть и вам также покоя уже давно. Я юрист, человек болгарского происхождения, выросший в Киеве, с детства впитавший две трагические истории. Историю болгарского народа под османским игом и историю украинского народа в борьбе за свою свободу и идентичность. И сейчас, друзья, глядя на то, что происходит в Украине в 2025-2026 годах, я вижу параллели, которые просто невозможно игнорировать. Параллели между янычарством в Болгарии и тем, что в народе сейчас называют бусификацией. Давайте начнем с истории, чтобы все было понятно и последовательно. Янычарство – это не просто военная реформа Османской империи. Это была одна из самых циничных и жестоких систем принудительной ассимиляции и милитаризации, которую когда-либо создавала империя. Все началось в конце XIV века при султане Мураде I. Османы нуждались в надежной, дисциплинированной и абсолютно лояльной пехоте, которая не будет бунтовать, как это делали турецкие племена, и не будет иметь родовых связей, которые могли бы помешать абсолютной преданности султану. Решение оказалось чудовищным по своей простоте. Собирать христианских мальчиков из завоеванных балканских земель. Система называлась Девширме, сбор, или как ее называли сами балканские народы, кровный налог. Каждые 3-7 лет специальные османские чиновники приезжали в христианские села и города Болгарии, Сербии, Греции, Боснии, Албании. Они осматривали мальчиков в возрасте от 8 до 18-20 лет, самых здоровых, самых умных, самых сильных забирали. Родителям не разрешали прощаться. Иногда матери прятали сыновей в лесах, в подвалах, переодевали в девочек. Но если находили, могли наказать всю семью, сжечь дом, забрать еще одного ребенка в наказание. Забранных мальчиков увозили в Стамбул. Там их насильственно обращали в ислам, давали новые имена, запрещали говорить на родном языке под страхом наказания. Несколько лет они проходили жесткое воспитание в военных школах, учили турецкий, Коран, военное дело, верховую езду, стрельбу из лука и мушкета. Самые способные попадали в Эндерун, дворцовую школу, откуда выходили будущие великие визири, паши, администраторы империи. Остальные становились янычарами, новыми воинами султана. Эти люди были лишены семьи, родины, веры предков. Они не имели права жениться до 40 лет, а многие и после. Не имели имущества, жили в казармах. Их единственной семьей становился султан и корпус янычар. И именно поэтому они были самыми страшными для своих бывших соотечественников. Янычары
подавляли восстания болгар, сербов, греков с особой жестокостью, потому что в них видели не своих, а неверных, которых они сами когда-то оставили. Для болгарского народа это стало одной из самых глубоких травм. В народных песнях, легендах, преданиях янычары – это всегда похищенные сыновья, отнятые у матери, предатели крови. Есть страшные истории о том, как матери сами убивали маленьких сыновей, чтобы те не попали в Девширме. Есть предания о братьях-янычарах, которые в бою встречались с родными братьями и убивали их, потому что уже не могли иначе. Эта система длилась почти 400-500 лет. Только в 1826 году султан Махмуд II уничтожил корпус янычар в так называемом благоприятном происшествии, массовой резне, когда погибли десятки тысяч человек. Теперь давайте перенесемся в Украину наших дней, 2025-2026 годы. Слово «бусификация» родилось не в кабинетах, не у политиков, а на улицах, в чатах, в видео, которые снимают обычные люди на телефоны, когда мужчина 25-50 лет идет по улице, едет в маршрутке, заходит в магазин, кафе, аптеку, и вдруг к нему подходят люди в форме ТЦК, иногда с полицией, иногда с автоматами, иногда просто в штатском, но с удостоверениями. Они требуют документы, проверяют военно-учетный стол. И если человек подходит, его хватают за руки, заталкивают в микроавтобус, бусик, дверь закрывают и увозят в ближайший ТЦК. Там быстрый медосмотр, иногда формальный, вручение повестки задним числом, и через несколько дней уже на полигоне или на передовой, без нормальной подготовки, без учета болезней, без возможности попрощаться с семьей, без права на адвоката в момент задержания. Видео таких сцен заполонили телеграм-каналы, ТикТок, Ютуб. Люди кричат, сопротивляются, жены и матери бросаются под колеса, но автобус уезжает. Это не единичные случаи, это системная практика, которая особенно усилилась после принятия закона о мобилизации в 2024 году. В Одессе, Черновцах, Закарпатье, Львове, Харькове везде фиксируют одни и те же сцены. Омбудсмен Дмитрий Лубенец в 2025 году сообщил, жалоб на незаконные действия ТЦК пришло более 6 тысяч только за один год. Слово «бусификация» признали словом года 2024 по версии словаря Мислова. Президент Зеленский в январе 2026 года впервые открыто сказал: есть проблема с методами мобилизации. Это недопустимо. Я поручил министру обороны Рустему Умерову и Ивану Федорову разобраться. Обещали нательные камеры, запрет на силовые задержания без решения суда, переход к цифровой повестке через Резерв Плюс и Дию. Но на март 2026 года люди продолжают
писать. Бусики все еще ездят. А теперь самое важное. Параллели. Их не придумываю я. Их видит любой, кто смотрит непредвзято. Первое и главное. И там, и здесь. Государство, империя или современная республика забирает человека силой, без его реального согласия, отрывает от семьи, от привычной жизни и передает в военную машину. В Девширме мальчиков навсегда, с уничтожением их идентичности, в бусификации взрослых мужчин часто на неопределенный срок, без гарантий возвращения. Второе. В обоих случаях метод вызывает массовое отторжение и страх. Болгары веками ненавидели янычар как символ предательства и насилия. Украинцы сегодня все чаще говорят о ТЦК не как о военкоматах, а как об охотниках за людьми. Это разрушает доверие к государству в момент, когда оно нужнее всего. Третье. Коррупция. В Османской империи за большие деньги можно было откупить сына от Девширме. Сегодня за взятки от 5 до 50 тысяч долларов люди выпадают из списков, получают бронь или выбирают спокойную часть. Система одинаково цинична. Четвертое. Долгосрочные последствия. Янычарство оставило Болгарии глубокую травму, которая питала национальное возрождение и борьбу за независимость. Бусификация уже сейчас оставляет трещину в украинском обществе, рост уклонения, СЗЧ, эмиграция мужчин призывного возраста, раскол между теми, кто на фронте, и теми, кто дома. Разница, безусловно, принципиальна. Османская империя забирала детей, чтобы укрепить завоевание и уничтожить идентичность покоренных народов. Украина проводит мобилизации, чтобы выжить в войне против агрессора, который хочет стереть ее с карты. Контекст. Оборона, а не завоевание, но метод принуждения, насилие, унижение вызывает те же чувства. Беспомощность, гнев, ощущение, что тебя лишают человеческого достоинства. Как юрист я обязан сказать прямо и жестко. Мобилизация в демократическом государстве должна быть законной, прозрачной, справедливой и гуманной. Любое нарушение процедуры, любое применение силы без судебного решения, любое игнорирование медицинских противопоказаний – это не просто ошибка, это преступление против прав человека, когда государство начинает напоминать османский кровный налог. Оно само ставит под удар свою легитимность и моральное право на защиту. Я призываю власть срочно переходите к контрактной модели, где люди идут служить за достойные деньги, за социальные гарантии, за реальную мотивацию. Внедряйте цифровую повестку без бусиков. Наказывайте коррупцию в ТЦК жестко и публично. Верните доверие народа, потому что без него никакая армия не победит. Спасибо, что досмотрели этот важный для меня выпуск. Если вы считаете, что такие параллели нужно обсуждать открыто, ставьте лайк, пишите в комментариях свое мнение, делитесь этим видео. Мы не враги друг другу, мы один народ, который сейчас
проходит через ад, и только правда и справедливость помогут нам выстоять. Ваш юрист Валерій Табаков. До нових встреч. Бережіть себе і близьких.